Всем привет, мои хорошие! Сегодня наконец-то у нас долгожданное видео с рецептами. Значит, я подготовила несколько рецептов, которые я списала у продавцов. Так сказать, будем экспериментировать. Я все подписала. И сейчас мы будем с вами готовить пасту для трубочек. Так. Давайте начнем с Восточного принца. Значит, Восточный принц, здесь у нас идет зеленая узбечка, розовая узбечка, Туркестан, мел и уральская. Уральскую, видите, как я покрашила? Так, берем и заливаем. Залили, оставляем, пока все это превратится в пасту. Как шипит. Так, следующий у нас экстрим. Здесь узбечка розовая, астана, чернослив, мел и уральская. Так. Также отставляем. Так, следующий у нас миндаль. Здесь мел, житса розовая. Тоже ждем, пока все это растворится. Так, следующий у нас соломка с розовой узбечкой. Здесь розовая узбечка и мел. Заливаем. Так, значит, во все эти рецепты я добавляла мел ассорти, который состоял из Севрюкова, Белой горы, Петропавловки и Строймата. Отставляем. Так, следующий у нас туман, Туркестан, мел и калин. Заливаем. Заливаю все теплой водой. Все хорошо перемешиваю, чтобы это все смешалось. Запах стоит просто что-то с чем-то. Отставляем. Гжель. Здесь сандин, астана и мел. Заливаем.
Все перемешиваем. Надо мне купить мисочки побольше. Однозначно. Добавлю еще чуть-чуть воды. Она постоит, все равно загустеет. Все равно приобретет ту массу, которая мне нужна. Отставляем. Так, следующее у нас. Ну, я увидела солененький и решила сделать побольше. Так, фундук соленый. Здесь Туркестан, уйгурская и мел. Поставлю. Туркестан, здесь я добавляла шоколад, взбитые сливки. Уйгурская, желтая и серая вперемешку. Отставляем. Так, следующий у нас Руслан. Здесь идет Руслан, Калин и Астана. Не знаю, слышно вам или нет, но такое шипение стоит. Мел, конечно, на себя забирает очень много воды. Но нужно все перемешивать, потому что я один раз тоже смешала с мелом и не перемешала. Он остался на дне, и в итоге, когда сверху-то паста загустела, я начала доставать, а внизу был сухой мел. Так что мне пришлось заново все проделывать. Так, все, теперь ждем, пока это все хорошенько размокнет. Так, радужный мел плюс радуга. Теперь я жду, пока это все хорошо растворится. И когда это все растворится, будем с вами лепить. Так, ну и так как у меня задача сегодня сделать, так сказать, всего да побольше, я беру мисочку, и здесь у меня есть разные остаточки с ассорти. Сейчас мы будем все это смешивать. Смотрите, какая красота у меня здесь. Всего здесь только нету. Смотрите, какая прелесть. Буйство красок. Так. Здесь Туркестан, аметист. Так, здесь нужна чашечка побольше. Так, я взяла свою большую рабочую чашку. Все это высыпаем сюда. Так, сюда же у нас идет остатки мела.
Сюда же у нас идет еще розовая узбечка. Сердце. Угу. Так, значит, сюда добавляем сердце. Все в мелу, так как лежало в мелу. Сюда же мы добавляем основную розовую. Из этого ассорти мы будем делать шайбы. Так. И все это заливаем водой. Залили всю эту красоту водой. Теперь все это перемешиваем. Туркестан, конечно, на себя сразу забирает цвет. Но здесь сердце, оно растворится, тоже даст красноватый оттенок. Это ассорти мы отставляем, ждем, пока загустеет. Так. Итак, здесь у нас тоже полное ассорти. Здесь голубая узбечка, Туркестан, Астана. Тоже заливаем. Будем лепить шайбу. Так. Тоже хорошо все перемешиваем. Сегодня мы с вами заготовим, так сказать, пасту для лепки. А когда это все достигнет той массы, которая мне нужна, буду лепить с вами. Так. Ну, тут воды еще нужно, потому что пусть она сейчас будет жидковата, но чувствую, что есть крупные кусочки, им нужна влага, чтобы раствориться. Придется руки заморать. Ой, какая солененькая. Классно. Ага, тут сразу перебивает вкус голубая узбечка. Ждем, пока это все растворится. Так, ну осталось у нас еще 2 чашки. Так, здесь у меня крошка от Азова. По-моему, да. Угу. Этот кусочек я, пожалуй, догрызу. В общем, здесь Азов серая, Азов голубая, бежевая и Туркестан. Видите, надо хорошо перемешивать, потому что внизу не намокла. Надо, чтобы она вся смешалась равномерно.
вешайтесь. Вот так. Отставляю, жду, когда полностью растворится. Так, ну, так как я сегодня решила, так сказать, использовать все крошки, которые у меня есть на данный момент, так что будем заливать. Ох, сейчас мы долго-долго мешать будем. Для такой большой я беру деревянную ложечку. И все это перемешиваем. Угу. Воды мало. Так как она у меня уже давно лежит, вся эта крошка накопленная, занимает, так сказать, место, я решила пустить это все на изделие. Тем более нам обещают жаркую погоду до 27 градусов жары. Все это должно у меня быстро высохнуть на солнышке. Так что вот так. И прям так я оставляю. Что-нибудь в процессе. Нет, вот смотрите, надо перемешать. Он прямо все цвета радуги. В некоторых местах не растворилось. Так, все. Это я отставляю. А сейчас мы будем с вами смотреть, что у нас происходит. Смотрите, какая красота. Так как нам это все нужно перемешать, чтобы вкус был равномерный. Угу. Зеленая узбечка еще не до конца растаяла. Когда она растает до конца, я еще раз ее перемешаю. Так, все набухло. Смотрите, какая красота. Также все перемешиваем. Вот такого, когда такой консистенции, значит, до вечера она у меня постоит, ну, часов 5-6, и можно будет лепить. Так, перемешали, отставляем. Так, это у нас ЖТС розовый. Он весь растворился. А вот здесь я перелила воды. Ну, ничего страшного. Что-то постоит подольше, что-то вообще жидкий получился. Найду, значит, сейчас еще ЖТС розового и добавлю, чтобы не был такой жидкий. Так, что у нас тут? Угу. Смотрите,
Ага. Тоже практически вся подтаяла. Ну, югурская сама по себе, она не капризная. Она хорошо растворяется. Да что ты будешь делать? Она хорошо растворяется. Вот так вот. Тоже еще постоит. И можно будет лепить. Так. Здесь у нас радуга. Ой, посмотрите, какие разводы. Смотрите. Вот тут. Вот видите. Ай, какая прелесть. Давайте я поближе вот так. Ой, ну здесь воды маловато, конечно. Угу. Хотя... Нет, не маловато. Это настолько густая. И сейчас я вам покажу, как я смешиваю. Так, нужно взять тарелочку. Я взяла тарелочку. Сейчас будет немножко грязненько. Так. Вот так все. Выгребаем. И просто руками начинаем разминать, чтобы все было, чтобы тесто получилось равномерным. Кольцо не сняла. Сейчас пойду отмывать. Вот, формирую вот в такой комочек. Оно еще для лепки жидковато. А вот полежит чуть-чуть и будет само то. Вот так. Такой комочек у нас с вами получился. Полежит, и мы будем лепить с нее трубочки. Вот на сегодня это все. Ждем, когда все это превратится в пасту. И будем лепить с вами. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.